Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы и мира. В Соединенных Штатах Америки снова обсуждается тема возможных территориальных инициатив, на этот раз в фокусе Гренландия. И исторические претенденты неожиданно возвращаются в актуальную политическую повестку при участии Дональда Трампа. В Германии происходит заметный энергетический сдвиг, солнечная генерация впервые обходит уголь и газ, рынок реагирует напряженно, а правительство канцлера Фридриха Мерца оценивает возможные риски для промышленности. Одновременно немецкий автопром теряет позиции в Соединенных Штатах Америки и Китае. Сегодня пошлины и конкуренция бьют по Volkswagen и Mercedes, а данный вопрос выходит даже на уровень торговой политики ЕС. И это еще не все. Новый неожиданный сигнал для Европы. Крупнейший концерн БАС вкладывает миллиарды в Китай. Но такое решение вызывает споры о зависимости, безопасности и будущем промышленности Германии. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы и мира коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, Соединенные Штаты Америки не только сверхдержава, но и страна, которая в прошлом покупала огромные территории за деньги. Такая практика в американской истории ни разу не была чем-то уникальным, и сейчас разговоры о новом покупном расширении всплывают снова на фоне обсуждения Гренландии. Было несколько ключевых этапов. В 1803 году Соединенные Штаты Америки купили у Франции территорию Луизиана площадью более 2 миллионов квадратных километров за 15 миллионов долларов, фактически удвоив свою площадь. В 1819 году за 5 миллионов долларов Соединенные Штаты Америки получили Флориду от Испании. В 1848 году в результате договора с Мексикой были присоединены земли, включающие современные штаты Калифорния, Невада, Юта, Нью-Мексико, часть Аризоны и Колорадо. В 1854 году дополнительно куплены участки в Аризоне и Нью-Мексико за 10 миллионов долларов. В 1867 году за 7,2 миллиона долларов была приобретена Аляска у России, тогда это считалось безумной просто тратой, а сегодня это один из крупнейших штатов Соединенных Штатов Америки. В 1917 году у Дании за 25 миллионов долларов в золоте были куплены американские Виргинские острова в Карибском море. Такие сделки были продиктованы как стратегическими, так и экономическими интересами государства, от контроля над торговыми путями до обретения ресурсов и укрепления безопасности. Теперь, сегодня в Вашингтоне снова говорят о Гренландии, крупнейшем острове мира, принадлежащем Дании. Президент Дональд Трамп открыто высказывает желание приобрести остров, повторяя исторические прецеденты. В прошлом США уже предлагали Дании, напомню, 100 миллионов долларов в золоте за Гренландию после Второй мировой войны, но ответ был отказом. Эта тема становится предметом обсуждения в международной дипломатии и поднимает вопрос о роли Соединенных Штатов Америки как глобального игрока, который использует различные политические и экономические инструменты. Этот исторический контекст усиливает споры о будущем Арктики и геополитическом соперничестве великих держав. Следующая новость связана с обсуждением серьезных изменений. В Германии произошел энергореволюционный поворот. Фотоэлектрические установки, то есть солнечные панели, впервые произвели больше электроэнергии, чем уголь и газ вместе. Солнечные электростанции сгенерировали около 87 тераватт-часов, это 18% всей электроэнергии страны. Для сравнения, доля угля всего лишь 14%, газа 16%. Противоречия становятся заметными. Традиционные энергокомпании ощущают давление. Угольные станции вынуждены сокращать свою работу, газовые станции конкурировать с дешевой солнечной энергией, а цены на импортное топливо продолжают держать их под давлением рынка. По последней статистике, сегодня в стране установлено, внимание, около 5,5 миллионов солнечных систем, включая частные крыши и крупные парки. За прошлый год добавлено 17,5 гигаватт новых мощностей, и этого хватило, чтобы фотоэнергия опередила уголь и газ, даже несмотря на замедление темпов роста. Сегодня экономический эффект ощущают все. Канцлер Фридрих Мерц предупреждает, что якобы промышленность и бытовые потребители выигрывают от дешевой солнечной энергии, но на самом деле такая трансформация требует, вы знаете, быстрых инвестиций и модернизации сети. Если промедлить, старые электростанции окажутся убыточными, а новые мощности, наоборот, перегруженными. В Брюсселе Урсула фон дер Ляйен напоминает, что Европа сейчас движется в сторону полной замены угля и газа на возобновляемые источники, но это стратегическая гонка для всего Европейского Союза, где каждая страна-член должна балансировать между дешевой энергией, стабильностью сети и промышленной конкурентоспособностью. Таким образом, Германия впервые показала, что солнечная энергия способна обогнать традиционные источники, однако процесс сопровождается сложным балансом между
энергетическим рынком, инфраструктурой и политическими решениями. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Немецкие автогиганты оказались под двойным давлением. То есть сильная конкуренция в Китае и уже действующие пошлины в Соединенных Штатах Америки сокращают продажи и прибыль у Volkswagen и Mercedes. Это не теория, это текущая практика, отраженная в последних данных компаний. Volkswagen, который долгие годы считался, напомню, доминирующим в Китае, уже уступил свое лидерство и опустился на третье место на крупнейшем автомобильном рынке мира. Продажи в Поднебесной упали примерно на 8% до 2,7 миллиона автомобилей, и при этом продажи электромобилей сократились более чем, внимание, на 40%. Mercedes еще сильнее почувствовал этот удар. В 2025 году концерн поставил на рынок около 2,16 миллиона автомобилей, а это почти на 10% меньше, чем годом ранее. При этом в Китае продажи упали почти на 20%, а в Соединенных Штатах на 12%. Причина проста и без увеличений. Сегодня американские пошлины, как вы знаете, на европейские автомобили удорожает импорт, из-за чего немецким маркам сложнее конкурировать, соответственно, в Штатах. И даже когда машины проходят через сборочные цеха в Мексике, пошлины все равно отражаются на конечной цене и марже. На этом фоне компаниям приходится пересматривать свою стратегию. Например, Volkswagen начинает локализацию сотрудничества на китайском рынке. Mercedes фокусируется на премиум-сегменте и спецверсиях, пытаясь удержать клиентов. И это не просто цифры в отчетах. Снижение продаж в США и Китае существенно влияет на немецкий автопром, который годами, я напомню, опирался на эти рынки как на ключевые источники роста. И сегодня такое давление пошлин и усиление местных производителей заставляет пересматривать инвестиционные планы, цены и даже ассортимент. Я вам уже рассказывал ранее, что канцлер Фридрих Мерц неоднократно в разговоре с представителями отрасли подчеркивал, что Германия не может позволить себе терять влияние в автомобильном мире, так как для промышленности это вопрос стратегической безопасности и даже рабочих мест. В то же время глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настаивает на координировании торговой политики ЕС против односторонних пошлин и призывает к согласованным действиям на уровне Евросоюза, чтобы защитить общий рынок и промышленную базу. В итоге немецкие бренды сегодня оказываются в сложной рыночной ситуации, сейчас они вынуждены бороться за свои позиции, и это влияет на каждую тысячу рабочих мест и каждую экспортную поставку. И еще напоследок важная новость. Немецкий химический гигант BASF открывает крупнейший в своей истории завод в Китае. И это вопреки растущим геополитическим рискам и внутренней критике. Как вам такой поворот событий? Инвестиция почти в 8,7 миллиарда евро. То есть, как я сказал, это крупнейший проект BASF по одиночной сумме в мире. Новый комплекс в городе Чжэньцзань включает взаимосвязанное производство химии, логистику и ключевые цепочки поставок. Он рассчитан на миллионы тонн базовых химикатов в год. Компания объясняет, что около 50% внимания мирового химического рынка приходится именно на Китай и Азию. И рост там продолжается, в то время как спрос в Европе и США, наоборот, стагнирует. BASF прямо заявляет, что без присутствия в Китае ее позиция на мировом рынке будет ослабевать. Однако этот шаг выходит за рамки чисто коммерческого решения и имеет политическое измерение. Критики предупреждают, что BASF может усилить зависимость от китайского рынка, что, по их мнению, несет риски перераспределения технологий и рабочих мест и ослабления промышленной базы самой Германии. И как мы с вами видим, что для Германии это перекликается с широкой темой деиндустриализации, о которой я вам рассказывал недавно. То есть крупнейшие компании все чаще сокращают свое производство дома и расширяют мощности в Китае, где условия дешевле, чем в Европе. Сам завод Чжэньцзянь оснащен современным оборудованием, в том числе перерабатывающим комплексом, мощностью до 1 миллиона тонн этилена в год и использует электроэнергию из возобновляемых источников. Однако это не снимает тех вопросов, связанных с международной политической обстановкой. Несмотря на рост роли Китая в технологических цепочках, возможно, нестабильность в регионе или усиление санкционных режимов могут привести для западных компаний к значительным экономическим потерям. И сегодня в Германии такие решения уже встречают разные оценки. Например, канцлер Фридрих Мерц подчеркивает, что немецкие компании должны сохранять конкурентоспособность рынка, но в Берлине растет давление требовать от своих немецких корпораций больше прозрачности и защиты рабочих мест внутри страны. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.